Когда опытный лесничий услышал странные и загадочные звуки у своего дома, он сразу же взял ружье и, осторожно приоткрыв дверь, решил проверить, что же происходит на его участке. Но то, что предстал перед его глазами, было настолько поразительным и ошеломляющим, что оружие чуть не выпало из его рук. Прямо на крыльце, всего в 3 метрах от него, стояла взрослая медведица, держа в зубах что-то маленькое и неподвижное. Этот момент был настолько необычным, что сердце лесничего забилось сильнее, а сознание словно отключилось от шока. Однако самое невероятное случилось через несколько секунд. Из глаз этого дикого зверя потекли настоящие слезы. Крупные, прозрачные капли, которые казались искренним выражением глубокого отчаяния. А когда она аккуратно положила своего детеныша на деревянные доски, взглянув на человека, в ее глазах отражалось столько боли, мольбы и безысходности, что любой, кто наблюдал за этой сценой, словно онемел от потрясения и не мог поверить своим глазам. Михаил Петрович, лесничий из Красноярского края, который уже много лет работал в заповедных зонах, никогда ранее не сталкивался с подобным поведением диких животных. За 20 лет службы он видел медведей в их естественной среде сотни раз, наблюдал их в моменты охоты, уединения и отдыха, но такое материнское поведение, которое он увидел сегодня, выходило за рамки всего, что ему было известно из научных источников и наблюдений. Медвежонок лежал неподвижно. Его крошечное тело размером с спаниелю и небольшую скатку, едва поднимающееся и опускающееся от дыхания. Его ребра явно торчали под тонкой шерстью, а вокруг одного уха запеклась кровь. Явный признак кровотечения. На задней лапе сияла глубокая рана, явно нанесенная зубами крупного хищника, скорее всего, взрослого самца-медведя, который напал на малыша с целью его убить. По всем признакам, это был не случайный раненый зверь, а результат борьбы за территорию или за самку, что характерно для поведения взрослых самцов-медведей. Подобное поведение хорошо задокументировано зоологами во всем мире. Взрослые самцы часто убивают чужих медвежат, чтобы заставить самку снова войти в период течки, а также для укрепления своей доминантности и устранения конкурентов. Это жестокая, но зачастую эффективная стратегия, которая обеспечивает распространение их генов и укрепление их позиции в стае или на территории. В дикой природе очень многие детеныши медведей гибнут именно от лап взрослых самцов, и эта жестокая реальность является частью их естественного цикла. Медведица явно сражалась за жизнь своего малыша, пытаясь защитить его от смертельной атаки, но силы были явно неравны. Михаил, медленно опустившись на колени, стал внимательно осматривать состояние раненого медвежонка. Его пульс был слабым, но ощутимым, что давало надежду на спасение. Теплокровное тело малыша оказалось понижено в температуре, дыхание стало поверхностным, а признаки травматического шока и гипотермии явно проявлялись. Все указывало на то, что без немедленной помощи малютке грозит смерть в ближайшие часы. Мужчина осторожно завернул медвежонка в теплую фланелевую рубашку, чтобы сохранить тепло, и отнес его в свой дом. Постоянно ощущая на себе пристальный взгляд матери, он понимал, что доверил самое ценное в своей жизни – маленькому существу, которое сейчас было в опасности. Медведица не двинулась с места, словно осознавая, что она передала самое важное – свое дитя – в надежные руки человека. Это поведение удивило и даже потрясло Михаила. Подобное материнское поведение у дикого зверя – когда она полностью доверяет человеку и передает ему свое дитя, является настолько редким и уникальным, что его можно считать настоящим чудом. Первые сутки были решающими. Михаил создал импровизированный инкубатор, использовал обогреватель, мягкие одеяла и тепло,
чтобы стабилизировать состояние малыша. Каждые 2 часа он проверял пульс, дыхание и температуру, давал малышу немного теплой воды, подсоленной и с добавлением сахара, чтобы восстановить силы, а также обрабатывал раны перекисью водорода. Медведица, несмотря на стресс и шок, все это время не покидала крыльцо, демонстрируя удивительную выдержку и самоконтроль. Она словно понимала, что ее дитя в опасности и нуждается в помощи. Вызванный ветеринар Анна Волкова тщательно обследовала медвежонка, установила предварительный диагноз – глубокие рваные раны, нанесенные клыками взрослого медведя, сильное обезвоживание и истощение организма. Но главное – психологический шок, пережитый малышом, который мог разрушить его волю к жизни. Врач назначила антибиотики, обезболивающие и другие препараты для восстановления организма. Уже на 2-й день малыш начал приходить в себя, открыл глаза, попытался приподнять голову, издал слабые звуки, первые признаки того, что борьба за жизнь все-таки продолжается и есть шанс на выздоровление. На 3-й день произошло нечто по-настоящему удивительное. Детеныш не только начал есть кашу, предложенную ему, но и проявил любопытство к окружающему миру. Он неуклюже ползал по комнате, исследуя каждую деталь, и при этом постоянно подходил к двери, обнюхивая ее, словно чувствовал, что за ней все еще находится его мама. Медведица терпеливо ждала эти 5 дней, каждую ночь уходя в лес, а к рассвету возвращаясь, словно проверяя состояние малыша. Она не принимала пищу, только изредка пила воду из лужи у дома, что было противоречит инстинктам выживания. В дикой природе самки с детенышами не позволяли себе длительное голодание, особенно в условиях, когда им нужно поддерживать энергию для кормления. Под давлением ситуации и с учетом обеспокоенности окружающих, власти решили вмешаться. Соседи сообщили о присутствии медведя вблизи дома, и служба охраны природы Красноярского края подготовилась к его улавливанию. План был стандартен – усыпить медведицу транквилизаторами и транспортировать ее в дальние районы тайги, чтобы избежать опасности для людей. Но Михаил понимал, что время идет. Он решил, что нужно сделать невозможное – отвезти окрепшего медвежонка в лес и попытаться вернуть его матери. Однако сначала необходимо было найти подходящее место, где он сможет оставить малыша, и где мать сможет его найти. Медведица знала эти места лучше любого человека. Каждую ночь она возвращалась сюда, в этот участок леса, и это означало, что где-то неподалеку находилась ее территория. Михаил долго думал, искал варианты и, наконец, понял, что именно в этом месте, в лесу, где она каждую ночь возвращалась, и должна произойти их встреча. Этот момент стал кульминацией невероятной истории взаимопомощи и доверия между человеком и дикой природой. В густом хвойном лесу, по старой и запутанной медвежьей тропе, через несколько километров от дома произошла встреча. Медведица появилась из-за деревьев, словно тень. Ее массивная фигура двигалась с осторожностью, но без страха. Она шла прямо к месту, где лежал ее малыш. Увидев его, она издала тихий радостный визг и, словно не веря в свою удачу, попыталась бежать к нему на еще слабых лапах. Но тут случилось нечто невероятное и трогательное. Медведица подошла к своему медвежонку, обнюхала его, словно удостоверившись, что он жив и в порядке, а затем мягко, осторожно подталкивала его обратно к Михаилу. Ее поведение говорило ясно. Она принимает решение оставить своего дитя под опекой человека. В мире животных подобные случаи передачи потомства другому виду чрезвычайно редки и всегда связаны с тяжелыми обстоятельствами, угрозой жизни или смерти. Зоологи объясняют такое поведение развитым материнским инстинктом и способностью высших млекопитающих оценивать ситуацию. Медведица понимала, что в лесу ее малыш по-прежнему остается
уязвимым для нападений или убийства со стороны других самцов. А человек – это единственный, кто сможет обеспечить ему безопасность, питание и медицинскую помощь. После этого она, словно осознав, что ее дитя в надежных руках, исчезла, оставив Михаила с его новым сыном. Прошло уже 5 месяцев с тех пор, как началась эта необычная история. Медвежонка, которого назвали Топтышкой, сейчас держат в просторном вольере рядом с домом. Он не стал домашним животным в полном смысле этого слова, но и полностью диким его назвать тоже нельзя. Топтышка сохранил все инстинкты своего вида. Он лазит по деревьям, ловит рыбу в реке, строит себе берлогу из веток и листьев, как это делают его далекие предки. Но при этом он доверяет человеку и позволяет за собой ухаживать, дает себя гладить и кормить. Иногда в лесу находят свежие следы крупной медведицы неподалеку от дома, а также обнаруживают у порога свежую рыбу или убитого зайца. Это явно были подарки благодарной матери, которая, несмотря на свою удаленность, продолжает наблюдать за судьбой своего ребенка издалека. Ученые считают эту историю уникальным случаем адаптивного поведения диких животных в условиях вторжения человека в их природную среду. Медведица смогла преодолеть миллионы лет эволюционных инстинктов и найти нестандартное, но очень эффективное решение. Она оставила свое потомство в заботливых руках человека, чтобы спасти его жизнь. Сегодня Топтышка растет и развивается, он уже достиг размеров крупной собаки, полон энергии и жизнерадостности. Он демонстрирует удивительную способность адаптироваться к новым условиям жизни, сочетая в себе черты дикого зверя и доверие к человеку. К осени, когда ему исполнится год, Михаил планирует постепенно приучать его к самостоятельности. Сначала это будут короткие прогулки в лес без сопровождения, затем ночевки на природе, чтобы он привык к свободе и самостоятельному поиску пищи. Основная цель – вернуть Топтышку в дикую природу, не лишая его навыков выживания, и дать возможность ему снова стать частью дикой природы, сохранив все его природные инстинкты и умения. Это удивительная история, яркий пример того, как взаимопомощь и доверие между человеком и природой могут привести к уникальным результатам. Она показывает, что даже в самых сложных и, казалось бы, безвыходных ситуациях встречаются возможности для удивительных решений и новых открытий. И пусть эта история останется лишь одним из немногих ярких свидетельств того, что природа и человек могут сосуществовать и помогать друг другу, если мы научимся слушать и понимать язык дикой живой природы.